Всем привет! Это наша постоянная рубрика «Крипта для чайников». И вы не догадаетесь никогда в жизни по нашему внешнему виду, где же мы сегодня оказались с Глебушкой. Где же мы? Где? Солнце мой, свет. Давай сразу зрителям. Черный ворон. Смотри, что загадано здесь? Мы сегодня некоторого рода находимся в таких обстоятельствах, в которых мы хотели бы, конечно же, поблагодарить наших партнеров и наших коллег с тем, что они нас поддерживают, не смотрят нашу передачу на крысу, ставят лайки, колокольчики, делают подписочки. И приходят в студию. Комментарии оставляют негативные в том числе. И от меня можно загадку? Что загадано вот здесь? Это лично от меня. А как правильно говорить? На России или в России? На России, конечно. На России. На Россию. Едем на Россию. На Россию поехали. Французы, мне кажется, так нападали на Россию. На Россию! И все, с тех времен повелось. Слушай, на Россию что-то хочется сходить. Пойдем на Россию. Сходи на Россию. А был на России хоть раз? А с утра как на Россию хорошо сходить? Ах, на Россия, на Россия. И что же загадал я лично? Вова не знает, никто не знает, что загадал я здесь. Конкурс. От меня лично 5 баксов. Лично от меня. 5 баксов? Не тысяч, 5. 5 долларов? Естественно. Ладно, 7, с ним, 7. Кушом пошел, пацан. 200 рублей. Все, и мы начинаем заставку. Наша постоянная рубрика «Закажи напитки». А может быть, по водочке? Наташа! 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 Где Наташа? Так это реальный зверь. Потрепала тебя! Потапов. Волжская область, Наташка! Говорил я тебе, шерстяная станешь! Потаповна, ты, конечно... Наташка! Ты, конечно, четырехпальцевая. Наташка! Ах, где твои? Жопа на месте вижу! А что у тебя 4 пальца? Ты где 5-й просрала? Наташа! Рот порву! А как можно Натали... из 4 пальцев тыкнуть в фак? Объясни мне. Грязный медведь. Просто это двойной фак должен быть. Двойной фак. Грязный медведь. Двойной фак! Вот он, русский сервис. Пиво не открыто. А балалайка наша или нет? А балалайка наша? Балалайка наша. А чего мы на Руси пиво-то пьем, государи? Мексиканское это. Мексиканское. Ну что, пришло время снимать с себя эту и показать вам, что я в дорогой брендовой футболке Дольче Габбана. А это значит, что биткоин растет в цене. Первый вопрос. Консенсус в сети. Задавай. Консенсус в сети. Что это такое и какие они бывают? А можно твою фотографию рядом тоже? То есть голос вот тут, а фотографию тут. Вместо тебя вообще. Вместо меня просто. Глеб, и вот это рот вот так, когда вот двигается, так, вот, только вот эта вот часть. Наш график уже тебя не Глеб, выглядит. расскажи, Что так выпуск ему по 40. Давай, Глеб, что такое консенсус? Давай. Что это такое и какие они бывают? Консенсус. Вот какие они бывают, я не знаю, но я так подозреваю, что это форки и хардфорки. Консенсус — это договоренность людей, которые используют данный блокчейн, на изменение каких-либо условий использования данного блокчейна. И если большинство сети проголосуют за изменения, значит консенсус достигнут. Но я могу ошибаться. Ну, например, размер блока там был 1 мегабайт, и все говорят, а давайте сделаем 2 мегабайта или полмегабайта для того, чтобы ускорить, либо замедлить для достижения такого-то, такого-то эффекта. Кто-то выдвигает предложение, и разработчики выдвигают, и сеть начинает голосовать. Но я могу ошибаться. Если я прав, вставляем выпуск. Не прав, удаляем. Конечно, ты прав. Я сижу, молчу. Почему? Потому что ты прав. Нихиба себе. Обычно ты не молчишь. Ты лысый редиска. Я вообще-то уже 25 выпусков молчу и даю тебе все сказать, что ты хочешь сказать. Я заметил. Да. Пятерочка. Конечно, здесь мы обязательно сделаем нарезку, как ты перебиваешь Глеба миллионный раз. Даже я тебе 2 фака покажу, пошел красиво-то сказал. Туше.
Мы когда-то интересовались, что такое майнинг, но мы не спрашивали, зачем он нужен. То бишь, почему блокчейнам не прожить без майнеров, а майнерам без блокчейнов. Надо придумать прикольную ассоциацию. Мужчины и женщины. Если бы не было женщин, не было бы мужчин. И наоборот. Смотри, майнеры — это производственные мощности. А те услуги, которыми мы пользуемся, собственно, да, там, те или иные блокчейны, да, там, и возможности этих блокчейнов, это, соответственно, уже продукт. То есть, соответственно, производственники нужны для того, чтобы производить благо. И, соответственно, если говорить простым языком, то майнеры, соответственно, предоставляют вот эти вычислительные мощности для того, чтобы тот или иной блокчейн существовал. Поэтому, конечно же, блокчейн не может существовать без майнеров. И мало того, вот это вообще институт майнеров очень полезен именно ввиду того, что они замотивированы материально быть производственниками. И, соответственно, это доступно по всему миру. И, соответственно, отсюда появляется вот этот фактор децентрализации, когда вот этим облачным ресурсом управляет не один единый человек, не одна единственная компания, юрлицо, а децентрализованно управляют люди из разных точек мира, из разных социальных слоев и так далее. Это очень круто. И самое интересное, чем больше людей хотят участвовать в майнинге, соответственно, они хотят изобрести более крутую карту, майнер и так далее, ASIC, для того, чтобы вычислить больше. Вова, можно твой пенис на камеру показать? А почему ты ничего не показал? Наша постоянная рубрика «Шутки за 300». Да, отсоси за 300. Так вот, и получается, каждый человек хочет изобрести более мощную видеокарту, более крутой майнер. Соответственно, разработка этой всей штуки стоит денег, это все усложняет. Вычисление следующего блока все более и более сложным, и поэтому крипта становится все более ограниченным и более дорогим благом, что не касается печатанных сраных денег. То есть ты имеешь в виду, что себестоимость печати денег не меняется со временем, а инфляция? Так вот, инфляция просто их допечатывает. Как вы думаете, из каких деревьев производят американские деньги? Ой, это прикольно. Если кто-то знает, дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, под этим видео в комментариях. Только без гугла, пожалуйста. Да, без гугла. Максимально детализированно. И если у вас, может быть, есть какие-то инсайдики, может, у вас мать работает... От момента, как первый какой-то... Может, у кого-то мать... Может же быть такое, что у кого-то из наших подписчиков мать работает в ФРС? Да. Ну, чисто гипотетически. И она фейристка. 17 200 человек на сегодняшний день. Да. И мы год снимали видео, у нас было 10 тысяч подписчиков, и за месяц у нас стало 17 тысяч. Ты понимаешь, прогрессия какая? Да, мы растем быстрее, чем биткоин. Нам нужно выпустить токен и дать нашим подписчикам возможность в него вкладываться. Там уже много токенов обещали, но не выполнили как-то эту штуку. Потому что это очень сложно для нашей компании. У нас нет времени. У меня мало времени. Это как в Варкрафте говорили. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Да, напишите, пожалуйста, если у вас мать работает в ФРС, пиши мои цифры. Не, реально, если кто-то знает от момента... Из каких деревьев? Когда первый человек... Потому что если я узнаю, что это делается все с украинских дубов, я вас всех найду. Я вас предупредил. Вот. Айпишник ваш. Вычислю по IP, по любой движухе вообще. Перед следующим вопросом экскурс в историю. В Древней Греции считалось, что маленький пенис – это отличительная черта знати и элиты. Поэтому я, как аристократ, не комплексую и задаю вам следующий вопрос. Понятно, тебе ножницами половину чикнули, блин, а не как у всех обрезание. Поздний час, половина первого, 7000 над землей. А у тебя 3500. Ну ладно, эта чайка пролетела, Вовчик, не обращай внимания. Расскажите про DEX биржу WhiteBit. Что это такое и какая польза от децентрализованных бирж? WhiteSwap. Такой вопрос прилетел от нашего подписчика. WhiteSwap, не WhiteBit, а WhiteSwap. Правильно, Дословно это прочитал. продукт WhiteBit, правильно, Да. все правильно он говорит. Дело в том, что на сегодняшний день сектор децентрализованных бирж очень сильно набрал обороты и нет-нет, да и забирает хлеб у таких площадок, как, например, WhiteBit, то есть у нас с Глебом. По мне видно, что я не доедаю. По Глебу еще нет, но поверьте мне, он очень сильно теряет. И фишка заключается в том, что мы подумали, почему бы нам, имея такую прекрасную команду разработчиков, не предоставить продукт, который требует народ, да, децентрализованную платформу. И, собственно говоря, мы выпустили децентрализованную биржу. Называется она WhiteSwap. Найти вы ее можете по адресу vs.exchange. Да, и, соответственно, вы обратите внимание, что там в ключевых
парах, которые вас точно заинтересуют. Есть достаточно неплохая ликвидность для того, чтобы осуществлять сделки. Для тех, кто не понимает, что такое децентрализованная биржа, объясню. Это биржа, которая создана на блокчейне, да, то есть, соответственно, чем отличается централизованная от децентрализованной? Тем, что во главе централизованной биржи сидят алкоголики, а во главе децентрализованной биржи лежит блокчейн, и вот эта вся прекрасная история о Виталике Бутерине. Которого недавно Эштон Катчер рекламировал. Немножечко. И, соответственно, зачем Виталика рекламировать? Я не знаю. Ну, просто он поорать, может, хотел. Поорать с него, да. Парео сделал. Рейра. Почему тогда в кадре не было Наталья Рейра? И, соответственно, разница заключается в том, что все это, все сделки, все операции депонирования, вывода и все остальное происходит на блокчейне. Это публично. Все, что там происходит, можно отследить, протестировать, прочекать. И самое главное, что нет одной ключевой стороны, которая, да, там, вносит фактор риска, да, то есть, например, вот если я как SEO, например, да, там в какой-то момент сойду с ума, хотя на нашей бирже это не прокатит, на какой-нибудь другой бирже, например, если какой-нибудь SEO, например, какой-нибудь CZ, например. Или Stex.io. Да, например. Или как-то, или Vex. Как это было неоднократно, как было в свое время с африканскими друзьями на 3,2 ярда. Да. Тогда не было там 3,2 ярда. Да непонятно. Они хотели в Африке прокрутиться красиво. Да. Украли 23 тысячи долларов. 23 тысячи гривен в Африке украли. У какого-то украинца. Африканских гривен. Там просто был наш зарабичанин, понимаешь, и у него украли 23 тысячи гривен. Отличие, да, заключается в том, что у децентрализованной биржи нет единоначалия. Соответственно, независимо от того, что там, да, там команда разработчиков, например, что-то им взбредет в голову там, и так далее, и они, например, захотят скомануться, в разрезе децентрализованной биржи это абсолютно бездейственно. Многие юзеры на сегодняшний день, многие ребята, которые работают, которые уже в индустрии, которые понимают, как работает рынок, обращаются к децентрализованным платформам, потому что это анонимно, никто у тебя не спросит там никаких документов, QIC, там никаких AML и так далее и тому подобное. Ты просто приходишь на платформу, меняешь свой эфир на USDT отправляешь на какой-то свой локальный эксченж, меняешь на кэш, покупаешь хлеб. Ну, но есть нюансики там. Какие? Цена. То есть, если, например, у нас на WhiteBit 0,1% ты платишь за сделку, вывод в зависимости от нагрузки сети, ну, там, типа, $5, там, $10. Это мы сейчас про эфир говорим, или токены на эфире, это плюс-минус цена. Мы просто берем столько, сколько нагрузка на сеть. Так вот, на этих всех Decentralized Exchange, там комиссия 0,3%, но помимо того, что вам нужно заплатить 0,3% за обмен, вы не видите стаканов, то есть вы не видите, вам пишут приблизительно, насколько упадет стакан, когда вы поменяете эту сумму. Но до этого вы еще должны заплатить деньги для того, чтобы добавить свой токен. У вас есть кошелек, вы добавляете кошелек, и чтобы добавить токен для обмена, вы должны еще заплатить деньги, и это может быть $30, $20. То есть вы добавили токен, вы поменяли, вы не знаете, сколько вы получили. Но если вы хотите, вот, например, поменять... Если вам непонятно? Если вы хотите поменять один токен на эфире, второй токен на эфире, вы их должны добавить, заплатить за один и за второй. Точнее, за один вы заплатили, тот человек тоже может заплатил. Точнее? Вы заплатили за свой, тот за свой. И вы говорите, я хочу вот этот. Они говорят, базара 0. То есть вы уже заплатили там $20, в зависимости от нагрузки. Было и 150 такое, было и 150. Вы меняете, вы платите 0,3% комиссии за обмен. И потом же вам еще нужно вывести со своего кошелька, возможно, куда-то, а может быть не надо. Ну, короче, там немножко дороже. Немножко дороже. Не на всех платформах, к сожалению, есть достаточный объем ликвидности. То, о чем говорит Глеб, в низколиквидных парах происходит достаточно внушительное проскальзывание. То есть вы осуществляете сделку по покупке или продаже, видите там плюс-минус ориентировочную цену, а при совершении сделки так не получается, потому что против вас, помимо всего прочего, работают еще ребята-арбитражники. Которые тут покупают, там продают. Арбитражник — это тут купил, там продал, заработал разницу. Маржа называется. Маржа. Вам пишется цена, например, за единицу 100 пунктов, условно. А вы хотите продать 100 пунктов. Они говорят, у вас будет как бы проскальзывание вашей сделки там типа на 15%. Возможно. И вы такие раз покупаете, и вы получаете за единицу, за 100 единиц не 10 тысяч, а там 7582. Извините, проскользнуло чуть-чуть, ну как бы... Тебе никто не говорит, извините, потому что ты сам... Да, никто не говорит, извините, потому что вы уже получили, и все, куда рынок. Только стучите... Ну, в общем, если вкратце, да. Раз уж
уж мы заикнулись за биржи, следующий вопрос будет тоже посвящен им. Сколько в Украине криптокомпаний, криптобирж? 0. А вы... Мы не украинская. А какое? Мы зарегистрированы в Европейском Союзе, а корнями, да, конечно же, мы украинская компания. Да, потому но что у нас... большая часть нашей команды находится в Украине. Именно из-за того, что у нас мы не можем зарегистрировать эту компанию на данный момент. Пока что. Да, когда законодательство только примет закон о том, что можно зарегистрировать данную компанию, мы это сделаем, правильно? Конечно. Вопрос был в следующем. Если вдруг я решу создать свою биржу, какой рецепт успеха? Рецепт успеха достаточно много, очень большой список ингредиентов, я бы так сказал. Надо понимать, что это высококонкурентный бизнес, о котором абсолютно никакой информации на сегодняшний день вы нигде не найдете. Вы не найдете инструментов, которые уже круто реализованы и работают, потому что отрасль молодая, активная индустрия начала развиваться, наверное, лет 5-6 назад. И, соответственно, те кейсы, которые существуют, да, там, успешные, на разных этапах развития криптовалютных компаний, в том числе криптовалютных бирж, они остаются все внутри компаний. Поэтому, если мы, например, зададимся вопросом относительно того, как построить дистрибуционную компанию, как построить логистическую компанию, как построить компанию в секторе ресторанного бизнеса, супермаркет, как построить отель. В каждой из этих историй, по-любому, есть люди, которые это знают. Или строят их 500 лет уже, там, например. Строят их 1000 лет, да, там, или 500 лет. Они знают, умеют, понимают, они знают все какие-то нишевые проблемы, нюансы, маркетинг, куда мы пойдем, для чего, какое место, это подходит, не подходит, какие нам люди нужны, бюджет и все остальное, бизнес-план. Ну, все там вообще, все. Там есть все уже. В криптобизнесе, что касается криптовалютных бирж, таких навыков и знаний нет. И людей таких нет? И людей таких тоже нет. Инфо-цыгане — это другая область? Не, смотри, прикол в том, что нет... Инфобизнесмены нас просили называть. Нету ни единого, ну, института, я сейчас говорю, и классического, и не классического. Да, есть курсы там, мы вас обучим верстке, мы вас обучим PHP, мы вас обучим C++, мы обучим фронтенду, бэкенду и так далее. Блокчейну на данный момент, ну вот чтобы прям какие-то крутые курсы были, обучение блокчейну. Да, всех специалистов, которые Такого приходят нет. в нашу компанию, мы онбордим 2-3 месяца, обучаем, потому что у нас все ребята, которые к нам приходят, это ребята высокого уровня квалификации, то есть мы не берем, да, middle плюс сеньоры, мы не берем новичков, джунов, и все равно нам приходится 2-3 месяца этих ребят обучать, они 2-3 месяца вкатываются в процесс, и только лишь после этого начинают приносить какие-то результаты, начинают какую-то действительно эффективную работу. И с точки зрения всех остальных инструментов, которые мы используем, да, те вещи, которые мы делаем в маркетинге, те вещи, которые мы делаем в разработке, там, те вещи, которые мы делаем в построении бизнес-процессов, они отличаются от классического IT, отличаются, в принципе, от, да, там, каких-то классических видов бизнеса. Я хотел просто добавить, вот, например, если мы загуглим элементарно, что такое блокчейн, то условно у вас нет универсального понятия, что такое блокчейн. То есть там написано в Википедии какими-то сложными словами, какие-то видео. Нет, но непонятные. если мы загуглим бухгалтерия, там тоже будет. Ну, например. Как построить управленческий учет. Ну, загугли. Ну, например, там смотри. тебе тоже будет миллион Уже вариантов. есть понимание, например, что такое SMM, я не знаю, в Инстаграме. Нет, ты просто в гугле вбей по-другому. Ты просто в гугле вбей, как построить криптовалютную биржу. Такого вообще нет. Самое интересное. Мне интересно просто даже было Нет. бы почитать эту статью. Вовчик, знаешь, Да. самое интересное? Если нас попросят, вот сейчас, Выйти? например... Не, выйти, это Вася. легко. Вася может выйти, или Вова, или кто там этот. Витя может выйти. Так нет, вопрос в другом. Самое смешное, что если вот сегодня вот нам дадут ярды денег и скажут, постройте биржу, то у нас будет абсолютно другой путь, абсолютно с другими какими-то действиями и этими понятиями, потому что это все ты вот понимаете, в чем прикол? Мне кажется, если бы нам сейчас дали денег и одна сказали, фраза. постройте биржу, мы бы обосрались. Возможно, да. Смотрите, в классической экономике у тебя есть понимание, что тебе надо делать. В крипте и в криптобирже ты каждый день находишься в стрессе. Каждый день. Потому что рынок, он просто бежит сюда. Ты сегодня 24 на 7 Вот он сюда находишься. бежит, вот сюда бежит, вот сюда бежит. Это ж фондовики как бы привыкли работать по 6 часов в день, 5 дней в неделю, а мы 24 на 7. Это у них начинается суббота и воскресенье. Они садятся себе на диванчик, открывают пивко. Нет, в пятницу, они в 5 вечера Ну, в 5 сели. вечера такой пум,
сел смотреть футбол, у него все кайфово. Нет, ты ждешь закрытия дневки в 3 часа ночи. У тебя как бы головняка предостаточно. И я больше того скажу, если бы нам сказали на сегодняшний, если бы, по-другому даже скажу, если бы я, понимая, что такое построение биржи и так далее, сейчас бы вернулся вот обратно в 2017. Что бы ты сделал? И мне сказали: Вовчик, вот тебе все любые ресурсы, пожалуйста, делай биржу. Я бы сказал: нет, пацаны. Это самое прикольное. Я думаю, я могу ошибаться, но, по-моему, даже Цукерберг говорил такую фразу, что, ребята, если вы меня попросите построить второй Facebook или скажете повторить это все дело, да никогда в жизни этого не повторю. Невозможно, да. Возможно, только сейчас еще один, по-моему, какой-то крутой чувак говорит: я вам никогда не буду рассказывать про успех, про достижение успеха. Я вам расскажу, что точно не надо делать. Да, и это на самом деле... Я буду рассказывать про неудачи. На самом деле это, наверное, не только с точки зрения криптовалютной биржи или с точки зрения криптовалютного бизнеса, а вообще с точки зрения бизнеса. Успешный бизнес, успешный проект продублировать и повторить, это я говорю как бы, да, там, с учетом того, что у меня достаточно обширный в этом деле опыт. И через месяц, ну хорошо, 1,5 месяца, вот, ребята. Ну, повторить это действительно большая проблема, и поэтому я с таким умилением наблюдаю за инфобизнесменами, которые расскажут вам о том, как масштабироваться, как развиваться и как построить бизнес, как зарабатывать миллион послезавтра. Тогда не миллион, 2000 долларов. Я на это все смотрю, думаю, какие же вы, Вова, конечно... Даже 2000 долларов. Будете зарабатывать пассивно на по этом, 100 долларов здесь в должна день. быть реклама... Это твой какой-то любимый. Аяс, да. Да. И трансформатора обязательно. Обязательно сюда трансформатор оставьте. Ромку, или как ее, Димка трансформатор. Ты знаешь про этого, кстати, типа? Нет. Это, короче, во всех абсолютно интервью, во всех абсолютно, значит, областях и весях рассказывает о том, что у него огромная дистрибуционная компания. А, ты мне видео показывал. Да, чувак, который туда приезжают типы, значит, посмотреть складские, значит, помещения этой огромной компании, а там просто, понял, ну, комната меньше, чем наш съемочный павильон в 2 раза. И там сидит один какой-то китаец и запаковывает, понял, календарь какой-то скотчем. И он рассказывает... Посмотрите. Да, и он рассказывает... А, вот это трехкомнатный, это вот это. И он рассказывает про там миллиардные обороты, про там партнеров и все остальное. Он постоянно покупает какие-то там крутые тачки, какие-то там урусы там и все на свете. Не, я не думаю, что на прокат. Я думаю, что он зарабатывает на монетизации успешного успеха. А молодежи, да, там особенно, да, там, ты же понимаешь, особенно в рамках русскоязычного комьюнити, ну, у нас реально ребята, ну, достаточно финансово и не только финансово слабо образованные. Они видят всю эту видят вот эти ламборгини, вот эту всю. И когда им в лицо показывают, говорят: посмотрите, у этого дебила нихуя нету, у него нету компании, у него нету складов, нету дистрибуции, нету документов, нету юрлиц, вообще нихуя нету. Они говорят: да не, это невозможно. Ну, посмотри, он на Урусе ездит. Можно я одну ремарочку? Там расход такой, откуда у него деньги берутся, если у него бизнеса успешного нет. Вовчик, старый сержант Билка, вот, пожалуйста, можно парочку нарезок, когда им нужно было пройти проверку, и заходит комиссия на склад, они смотрят, и там такие: да, там все, там все ящики стоят, они пересчитали, говорят: ну да, все классно. И не только выходят, и тут просто тупо убирают кучу зеркал, которые отзеркаливали и показывали, что там как будто вот там миллион, а там просто убирают, а там склад пустой. Не, чувак просто делает по-другому. Он снимает, он арендует какой-то дико офис в каком-то дорогом районе Москвы, и там просто сидят, ну, там, понял, да, на 40 квадратных... Не, это другой тип. То вообще смешной лох. А это, короче, значит, типа 40 квадратных метров, один стол стоит. То есть в нормальном офисе, в котором действительно есть жизнь, там нету свободных мест. Слушай, там давай... есть борьба за то, чтобы где-то присесть по-человечески. 40 метров, и он такой идет по офису такой: это наш офис, эта часть отвечает за дистрибуционную компанию, за наши поставки. Вот эти 3 человека: Света, Оксана, Наташа. Не, Ольга. Ольга это из другого подразделения компании. И люди ведутся на это, понимаешь? Слушай, ты не и знаешь, против? самое интересное? В то же время, Вова, я всегда даю возможность Глебу высказать. Да подожди, не, я Ничего страшного, что я говорил. Я перебиваю сейчас. Ты там сидишь, я не видишь? Просто есть... И, короче, представьте себе ситуацию. Калинована не зашел. Братан, он вообще хотел, он вообще про себя говорит. Сейчас не обессудь, я тебе говорю. Но прическа твоя нам нравится. Что ты сказал? Сы? За прическу спасибо, Зайка. Я думал, сказал: не сы, От всего крыса. сердца, брат. Что я хотел сказать? Перебили меня. По офису идет Ольга, Наташа. Значит, так было.
Было 2 офиса. Один, Спасибо тебе, Володя. 3-комнатная квартира, ты расскажешь потом. А про этого, который, вот этот Азамат Мухамалиев. Не, это я видел, чувак. Нет, ты говоришь, должна быть жизнь, а он показывает стол. Я забыл. Я тебя хотел перебить, и вот я тебя уже перебил. Нет, Да, я я не хочу об этом сказать, хотел можем сказать, сделать но нет. фотки наших столов в офисе. Вот этот мой обрубок с собранным ящиком. Можно, И вот конечно. это и твой. Можно мы вставим, как вы думаете? Просто мы Нет, дело в том, сфоткаем что- наши столы, и вот как мы сидим, и параллельно сфоткаем вид из окна. Это можно сделать или нет? Можно, конечно. Я помню еще другую, Напиши, это очень круто. другую ситуацию. У нас такой офис, что на нем по офису приходится ездить на электросамокате, чтобы вы понимали. Наблюдал еще другого чувака на российском телевидении. Мы же сегодня в России, поэтому как бы, да. На российском телевидении, значит, его пригласили в какое-то шоу, не помню уже, как оно называется. И он, значит, начал рассказывать о том, что он занимается в том числе там криптотрейдингом. И у него крупная компания, они там реализуют ряд продуктов в криптоиндустрии. И вот, значит, он там рассказывает, говорит, у меня, говорит, крутая тачка, говорит, у меня 222 Мерседес Лонг. Вот, говорит, ну вот, привел вначале домой, а квартира, как вы думаете, где может быть у успешного криптовалютного трейдера из Москвы? Конечно же, в Москва-Сити, вы все правильно подумали. И, значит, он приводит, значит, ведущих, значит, съемочную группу, значит, в Москва-Сити в свою квартиру, показывает, говорит, вот у меня, говорит, дорогие часы, вот эти я купил за 2 миллиона. Вот так вот он говорит. Показывает свою квартиру в Москва-Сити. Там ясен подушки в месячных проститутки, которая там лежала вчера от предыдущих арендаторов. Все, показал квартиру, закрывает двери. Закрывает двери, значит, говорит, вы не понимаете, насколько комфортно, если ты здесь живешь, а здесь работаешь. И заводит свой офис в криптовалютной компании. Заводит их, открывает дверь, обычная квартира. Там кухня и кухня-студия получается. И вместо, значит, там одного дивана, по всей видимости, стоят 3 стола. И он вот так вот шурует по квартире, так вот шурует, говорит, здесь у нас рабочая зона, здесь ребята работают. Разрабы. Стоит 3 ноутбука, вот так вот, понятно, 3 ноутбука. Говорит, здесь работают ребята, пойдемте дальше покажу, у нас офис. Если кто-то вдруг там, например, захотел покупаться, то у нас здесь есть даже ванна. А просто по квартире ведет. И потом наш пелетрон завел. И еще у нас тут есть 2 спаленки. И заводят людей, значит, заводят съемочную группу в спальню. Даже бабки в студии говорят, да ну это просто квартира, чувак. Он говорит, нет, это офис. И чтобы вы понимали, люди настолько сильно на это ведутся, на все, что просто тысячами, как вот каперам всем этим всевозможным, чтобы они все в аду сгорели, что этим несут свои деньги пачками. А знаешь почему? Почему? Потому что... Потому что садиться, я знаю, как они работают. можно Извини. я скажу? Ну быстро, я быстро скажу. Знаешь, да, как да. они работают? Они к ним приходят люди там, или у них на сайтах написано 384% в неделю. Люди думают, да не, ну реальный сектор экономики. Да не, ну а что, не, ну реально ж. Не, ну смотри, все банки уже изжили себя, а Да, это реально. а это крипта. Это крипта. Крипта, вокруг все в мире дебилы. Только этот Причем биток это Биток это у него, да, у него вчерашний там токен же его. Да ну ты что, ну конечно. Ну 384% это супер реально. А я ребят. хочу сказать, знаете, ребята... Весь мир работает за 2% в год, а у них 384 в неделю, это реально. Я хочу сказать такую штуку. Нас имели 80 лет в Советском Союзе. Рассказывали какую-то лабуду. Потом были 90-е, которые люди тоже... Кто тебя имел в Советском Союзе? Сколько тебе лет, сынок? Нет, я имею в виду, что такого Имели не было. его. Развития там Ты по какого-то. белке бордюры не красил, березки тоже по пояс не упаковывал. Ну, я убирал листья в парке. Листья убирал, все, молодец, макулатуру сдавал. Сдавал. Пионером не был. Пионером не Ну и был. всего доброго. Люди хотят верить в сказки. И вот они в них верят. Вот и все. Это пройдет лет через 15. Да. Когда люди в возрасте, я не знаю, 30 лет, как можно, скажите, пожалуйста, стоять в подземном переходе и платить коммуналку наличкой в кассу, блин? А то, что Ружа Игнатович на 4 миллиарда долларов упорола 70% европейцев и американцев, тебя не смущает? Ну, она А у них красивая. или их тоже, или они тоже из-за Советского Союза отупели на 80 лет? Ну, они по-другому отупели. Не, дело не в этом. Дело в том, что... Смотрите Гагарин шоу! Дело в том, что люди... А лайки ты сказал? Да, Лайки. я сказал. Люди в наших странах, да, там, в странах СНГ, верят в такое дерьмо просто потому, что они отчаянно
отчасти уже разуверились во всем. Да, разочарованы. Разочарованы. И верят в сказку, верят в сказку. Верят вот в то, что... Иван сидел, как Задорнов говорил, Иван сидел, дурак, сидел на печи. Сидел на печи, и тут раз заехала. Тот пошел рыбку ловить, ловил ее, словил золотую рыбку. Рыбка не выручит. Так, там еще надо самовар потереть, кто-то прилетит, джин, и там все исполнить. Это не наша сказка, причем зачем ты джина? Золушка, это просто ботинок. Золушка, это не наша сказка. Двое из ларца, а вы есть за меня будете? Ага. Ну... У нас везде, кстати, люди ждут если халявы. Бы я хотел, Винни-Пух просто хотел на шару. Если бы я ремейк снимал на этих «Двое из ларца», то я тебе богом клянусь, ты был бы одним из них. Близнец нужен. Ну, подыщем. Чабанян. Мужики, вы помните, на какой вопрос? И сейчас... На что ты пристал? Мы официально приглашаем на съемки Гагарин-шоу Мишу Чабаняна. Будем очень рады его видеть. И прошу всех наших подписчиков максимально наброситься на телеграм-канал Миши и написать ему с хэштегом «Приди на Гагарин-шоу». Всех отблагодарим. Без приглашаем реально Мишу. Приглашаем Мишу Чабаняна. И давай поговорим. Мы украинцы, мы за развитие. Да, Миша, хватит на крысу нас поливать грязью в своем телеграм-канале. Приходи. На своих 18 Приходи и выскажи нам все, что ты о нас думаешь, в лицо. Про наши дружеские связи в банковском секторе, хазарские и прочие все истории. Мы реально по-дружески и по-братски не держим на тебя зла. Безопасность гарантируем? Безопасность гарантируем до 9 вечера. И, такси оплатим. Да, и реально приглашаем тебя на Гагарин-шоу. Очень было бы круто, если бы мы встретились на съемочной площадке все вместе. Тем более мы с тобой виделись 2 раза. Тем более вы так с Глебом похожи, как и 2 брата, однояйцевые близнецы. И здоровались, и уже общались. И руки не мыли после этого. Да, и в Санкт-Петербурге, везде. Ну что, двигаемся дальше. Закрываем тему криптобирж. Еще один вопросик. Может ли криптобиржа обанкротиться? Конечно. Как? Легко. Не, это шутка. Конечно. Обанкротиться может по причине того, что очень много на самом деле причин. Но это бизнес. Как и любой другой бизнес, биржа может обанкротиться. Тем более, биржа — это высоконагруженная торговая система. На ней могут происходить какие-то сбои. На биржу могут нападать хакеры и так далее. У биржи есть сотрудники. Если внутри биржи не отстроены процессы безопасности, да, там внутренней безопасности, если не отстроены и не диверсифицированы процессы, связанные с хранением активов пользователей там, и так далее, и вдруг какой-то, потому что есть биржи, реально, у которых там есть люди, которые держат там на кошельках все абсолютно пользовательские балансы. Представьте себе, если в какой-нибудь момент на одной из этих бирж какой-нибудь чувак сойдет с ума, например, и уедет со всеми вашими балансами. Было. И такое было неоднократно. С Индуса было. Человек просто умер. На МТГОКС было то же самое. Там SEO, я вот, например, как SEO WhiteBit, вообще в принципе не имею доступа к адресам и кошелькам. Правда. Заявляю это абсолютно ответственно. Я вообще в принципе не имею никакого к ним отношения, не управляю ими. И соответственно, вот, например, с MTGOX ситуация была обратная, когда там SEO имел доступ ко всем пользовательским балансам. И такие биржи существуют до сегодняшнего дня. Поэтому, конечно же, во-первых, это бизнес, и в рамках, построения бизнеса могут быть сложности, там есть математическая модель, есть бизнес-план, в рамках которого биржа должна в какой-то период выйти на безубыточность. То есть, если биржа и расходы на ведение деятельности не окупаются комиссиями, торговыми, депозитными, еще какими-то, не хватает листингов, и тыры-пыры тролливали, то есть не работает бизнес-модель, конечно же, биржа обанкротится. И плюс ко всему всевозможные риски, связанные с тем, что скоманется кто-то из сотрудников, хакерская атака. Вот. На самом деле же никто не мониторит эту ситуацию. Вот, например, у Binance увели 7000 биткоинов. Они неделю находились на мейнтенсе, потом вернулись и сказали: да нет, все нормально. Да, не всем ордера отменили. Ордера, это все полбеды. То есть может, они даже не виноваты. Вот мы же с вами не понимаем, вот увели у пацанов 7000 биткоинов. Сказалось ли это как-то, Посчитайте на калькуляторе 7000 умножить на 40 тысяч. Вначале сделайте так, смотрите, возьмите их объем торгов, разделите его на приблизительно 150, вы получите реальный объем торгов, вычислите оттуда в среднем комиссию 0,05, потому что они за счет БНБ всем это дисконтируют. И теперь посчитайте, легко ли отбить 7000 биткоинов, которые были
хакерами вот с таким доходом. И вы поймете, что не так это и просто, как казалось бы на первый взгляд. Потому что все такие, да, они такие большие, они такие серьезные типы. Ребята, с MTGOX было так же, да, Вовчик, что? Я недавно читал, что у Binance еще и вывели биткоинов на 1 600 000 000 Нет, ну это может быть просто вывод, как бы, ты знаешь, и это не является... Это очень значительная сумма все-таки. Не-не, смотри, это могли купить крупные клиенты, да? Киты. Киты какие-то могли купить и вывести на холодные кошельки. Но они же завели до этого, крупный игрок, он же не держит все на биржевых счетах. Я вообще вам скажу, в принципе, независимо от того, ребята, WhiteBit это, или, я не знаю, Binance, или Bitfinex, независимо от того... Coinbase. Независимо от того, с какой вы биржей работаете, все равно вы должны понимать, что нужно свои ресурсы, свои активы диверсифицировать. Не держите все Не держите все на одной платформе. У вас по-любому должны быть холодные кошельки. Часть держите на бирже, часть на холодном кошельке. Понимаете, что пора продавать? Завели с холодного кошелька на биржу, продали, вернули на холодный кошелек часть активов. Да, частями. И как бы и все. То есть даже независимо от того, что мы крутые чуваки, мы у вас на виду, как бы и так далее. В жизни возможно все. Вы должны это точно знать. И поэтому мы взываем к тому, чтобы вы были образованы и оценивали и риски в том числе, финансовая грамотность, да, о которой мы часто говорим в наших передачах, и кратко, тезисно мы рассказываем о том, что это такое. Так вот, финансовая грамотность и money management в том числе включает вот этот вот фактор диверсификации рисков. Это элементарный вопрос. Поэтому вы можете держать активы совершенно спокойно на нескольких площадках, и в том числе на холодном кошельке. Не складывайте все в одном месте. Элементарный вопрос просто задайте себе, могут меня где-то обмануть, или даже хорошо, вот вспомните любые ваши отношения с самым лучшим другом, самым честным. И он когда-то вас подводил не по своей причине. Я не знаю, он ехал к вам на такси. Ты сейчас описываешь наш кейс, я понимаю, тогда. Я не опаздывал к тебе на такси. Перед этим говорил про подводил, как бы я знаю. Что, я тебя подводил, что ли? Давай в следующей передаче. Сегодня. Показать все, что скрыто вот эта передача. Не, короче, ребята, иногда бывает просто форс-мажор настоящий, и он, который вот вообще ни от чего не зависит. Вот сегодня мне друг реально скинул видео, они в Турции отдыхали, и просто горит лес, и вот у них облако дыма над ними, и вот они приехали на отдых. Кому они должны отелю писать, что компенсируйте нам отдых? Ну вот так произошло. Поэтому, а когда вы разложите в разные корзины, я не говорю, что нужно отдыхать по одному дню в разных странах, это как бы что, кстати, является вариантом, в принципе. Да, но я имею в виду, что, вот как Вова сказал, не надо там все здесь или все здесь, что-то сюда, что-то сюда, что-то вот сюда, что-то под попу, что-то в самовар, может быть, что-то от жены, что-то для жены, что-то ребенку, что-то от ребенка. И это наша постоянная рубрика «Глеб от жены». А почему ты выделил именно, скажите, пожалуйста, а почему выделили именно эту фразу? Глеб, расскажите, пожалуйста, если у вас супруга обладает некоторого рода еврейскими корнями, есть ли какие-то кейсы, рабочие инструменты для наших подписчиков? Как нет, да и припрятать кое-что из получаемого дохода? Расскажите, пожалуйста. Знаете, спасибо за вопрос. Спасибо. Очень важный вопрос, я думаю, для наших подписчиков, и поэтому я вам на него отвечу. Спасибо большое. Возможно, озвучивать сразу на 10% меньше, как минимум у вас 10% останется. То есть, если я вас правильно понял, когда ты устраиваешься на работу и тебя принимают, ты договорился за 4000, приходишь домой и говоришь 3600. А иногда и 3500, потому что на соточку как бы нет, да посидеть надо. Наша постоянная рубрика «Еврейская жена». Последний вопрос, и по традиции это всегда вопрос... Кулешман приехал. Вообще посрать на меня, конечно, Эта композиция звучит для тебя, Володя. Мне просто вот вообще вот так вот, понимаешь, он сидит вот. Давай. Да, ну не так оно. Последний вопрос, а как? Спой. Юра умеет. Вова, давай! Продолжаем, мужики. Последний вопрос у нас по традиции биографический, то бишь о вас. Были ли у вас гомосексуальные отношения? Это ты свой список открыл, хочу сынок. Попросить прощения. Тебя каждый выпуск. Тебя составляет Глеб, поэтому извините, давайте я от тебя что-то спрошу. Пробовали ли вы сахар на конце покупать или продавать что-то за криптовалюту? Да, на одной криптовалютной конференции пару лет назад купил за биткоины себе часы. Причем, когда я говорю за биткоины, вы все правильно слышите. За биткоины. Да. Курс был другой.
А еще был момент, ну не знаю, правильно это говорить еще при условии, что Ира приехала, ну я скажу. У меня был день рождения, Вова, не бей Наша гитару. постоянная рубрика «Еврейская жена». Я думал, не бей гитарой по лбу сзади. Мы в Дубае как бы пришли на празднование Глеб, моего ты дня. подумай. Там все, на празднование дня рождения мы поехали на кораблике, ну там были все лиды, нас там 20 человек примерно. И выяснилось, что никто не позаботился о пиве. Денег, естественно, ни у кого с собой не было. Но подожди, но это несправедливо. Мы не покупали же за биткоины. Мы поменяли биткоины в бабки и за бабки купили пиво. Нет, мы отправили тезер. Да. Мы покупали же не за криптовалюту. Не, конкретно наш тебя волосатый спросили. друг Тебя побежал. спросили конкретно операция? Конкретно нет. Вот и все. Но волосатый друг побежал. Один кейс на двоих за... Получил бабки. За 5 лет. Вот и все. Часы. Mass adoption. За биткоин можно много чего сейчас купить на самом деле. Просто никто не продает биткоин так дешево. Да, кстати, между прочим, правильно. Никто ничего не продает за биткоин и не покупает, потому что нелогично обмениваться биткоинами, потому что это настолько ценная штука, что ну его вот, лучше вот. пускай лежит. Да, лучше Паша, ходлеры сидят и ходлят. И ходлят, конечно. Ну что же, и мы подошли к концу, и конец подошел к нам. О, слушай, и мы давай, уперлись с концом вот так вот давай друг другу я в спрошу, глаза. а какой хэшрейт кончины? Хорошая была передача. Хэшрейт кончины. Ну что же, друзья, я вас прошу, мы, как всегда, после работы пилим для вас контент, отвечаем на ваши вопросы, отвечаем на вопросы индустрии, наших подписчиков, и не только наших, просто людей, интересующихся. Отвечаем даже на вопросы тех, кто смотрит нашу передачу на крысу, не ставит лайки и не пишет комментарии. А некоторые приезжают в зал. Да, и вот у нас есть живой свидетель, значит, того, что мы работаем, Настоящий. во-первых, в импровизированном формате, Да. во-вторых, мы действительно Ты бухаем, видишь? в-третьих, мы действительно после работы. Да. То есть, ребята, смотрите, единственное, я хочу, чтобы сейчас, вот когда вы это будете снимать, то, что я сейчас говорю, чтобы вокруг был мрак такой, и чтобы вот максимально акцентировать внимание на всех моих словах. Это вылетает на всех моих словах. Я являюсь пользователем Ютуба очень много лет. И за все эти годы, наблюдая разные YouTube-каналы на разные совершенно тематики, о бизнесе, там, о просто каких-то там историях, развлекательные и так далее и тому подобное, я очень часто вижу такую историю. Во-первых, давайте понимать, большинство этих каналов делают блогеры. То есть ребята, основным видом деятельности которых является блогинг. И зарабатывание денег. Априори эти чуваки, даже крутые и интересные, например, такие как Академик, нет-нет, да и протулят вам какую-нибудь сраную карточку Тинькофф. Нет-нет, да и продадут вам какие-нибудь где-нибудь курсики или еще что-либо. Обратите внимание, ребята, вот вы парафините нас, пишите в комментариях, нет, периодически гадости какие-то. Вот это очень важно. Обратите Вот внимание, за 50 с лишним выпусков, которые выгружены на канале Гагарин Шоу, Суммарно имеется в виду, суммарно. ни разу вам не предлагалось ничего. Вам ничего не продавалось. Никакие курсы, никакие рекламы, никакие аккаунты, никакие танчики, и пари-матчи. Вообще ничего. Ни разу вам не предлагалось. Единственное, о чем мы говорили, это мы говорили о нашей бирже WhiteBit. Потому что, да, мы бизнесмены, а не блогеры. И поэтому мы, да, нет, как бы и упоминаем нашу биржу. Но обратите внимание, очень часто в YouTube-пространстве все, да, там, так или иначе, упрекают блогеров в их какой-то предвзятости. Потому что некоторые блогеры, может быть, ничего и не рекламируют. Но, например, нативно проскакивает какая-то политическая То есть какие-то вот такие вещи, они так или иначе присутствуют, потому что этот блогинг — это хлеб, который их кормит. Они покупают себе иномарки всевозможные. Так работает. Вот эти вот чуваки, у которых там миллионы подписчиков, дома там и так далее и тому подобное, с блогинга, они это покупают с того, что они вам продают. И очень часто я вижу в Ютубе такую штуку на тему того, что все, что в Ютубе, должно быть честным. Вот на телеке дичь, потому что телек кому-то принадлежит, потому что вот эти все ребята в новостях там и так далее дают там новости именно с той стороны, с которой нужно владельцу канала и так далее. А вот YouTube честный. YouTube тоже, ребята, нечестный, потому что вы подписаны на большинство каналов, на которых на вас зарабатывают. И даже больше того скажу, никто вам даже, сука, спасибо ни разу не сказал за то, что на вас зарабатывают. А мы, чуваки, которые 50 с лишним выпусков просто приходят после работы и пилят для вас контент, не зарабатывая на этом ни копейки вообще совершенно. Поэтому я хотел бы просто, чтобы все те люди на некоторых выпусках до 1 миллиона просмотров, даже больше 1 миллиона просмотров. Я хочу, чтобы все эти ребята, которые смотрели нашу передачу и продолжают смотреть, чтобы они подписались, чтобы они не ленились написать комментарий и поставить лайк, потому что это единственное, чего мы от вас
просим замотивировать нас своими лайками, комментариями и подписками. Единственных чуваков на ютубе, которые вам ни не продают. Все, всем пис. Ай, хотите Не приехать? родилось еще в этом мире ни одной женщины, которая прощается меньше 40 минут. Ой, как сказал. Он был уволен прямо Всё. в прямом эфире. Я уже 15 раз уволен. Поехали, Глеб, на Украину.